Кейс 110, а точнее Кейс 32-110, представляет собой один из самых мощных серийных паровых тракторов начала 20 века, уступая внутри компании только своему старшему брату Кейс 150. При полной эксплуатационной массе 19 тонн он мог разгоняться почти до 5 км в час. В период с 1910 по 1915 год было произведено около 1000 таких машин. Друзья, всем привет! Это 34-й выпуск серии Pro, и сегодня мы говорим о тракторе J. Case Traction Machine Company Case 32-110. Начнем с того, что в Америке такие машины назывались Steam Traction Engine, что буквально переводится как паровой тяговый двигатель. В Европе использовалось более привычное нам название локомобиль. Термин «трактор» появился в 1906 году благодаря компании Hart Par, которая стала обозначать этим словом свои бензиновые сельскохозяйственные машины. К концу 1910-х этот термин стал использоваться и другими производителями. К моменту появления Case 110 на американском рынке работало около 30 компаний, производивших до 5000 паровых машин ежегодно. Благодаря своей мощности паровые тракторы доминировали в сельском хозяйстве Канады и США. Основными конкурентами Case в этот период были компания Minneapolis Traction Machine, Hart Par и Advance Ramley. Особое место среди конкурентов занимала компания Reeves, производившая мощные паровые машины Reeves 32-100 и Reeves 40-140. Однако по объемам производства Case значительно опережала конкурентов. К началу 1910 года компания выпустила более 30 тысяч паровых машин, что вдвое превышало показатели ближайшего преследователя. К созданию Case 32-110 инженеры J. Case Traction Machine Company подошли с учетом опыта, накопленного при создании предыдущей модели Case 150. Подробно об этой машине я рассказывал в одном из прошлых роликов. Ссылку закреплю в описании. Сухой вес Case 110 составлял 15,5 тонн, а полная масса с топливом и водой 19,3 тонны. Длина трактора 6,6 метра, ширина 3,3 метра, высота 3,2 метра. Обозначение модели указывало на мощность: 32 лошадиных силы на тяговом крюке и 110 лошадиных сил на шкиве. Case 110 представлял собой классический американский паровой трактор с котлом паровозного типа. Силовая установка базировалась на одноцилиндровом паровом двигателе простого действия с диаметром цилиндра 30,5 см и таким же ходом поршня. Рабочее давление пара 11 бар. Номинальные обороты 230 оборотов в минуту. Крутящий момент около 4000 ньютон-метров. Котел имел диаметр 96,5 см и длину 255 см. Количество дымогарных трубок 76. Общая площадь нагреваемой поверхности более 35 квадратных метров. Топочная камера также была огромной. Длина 125 см, ширина 89,5 см, высота над колосниковой решеткой 91 см. Существенным недостатком всей этой конструкции был, конечно же, запуск, который мог занимать до 45 минут. Бензиновые и керосиновые тракторы запускались значительно быстрее. Также силовая установка отличалась высоким потреблением воды, а нарушение правил эксплуатации могло приводить к взрыву котла. Однако все это нивелировалось высоким крутящим моментом и возможностью использования дешевого топлива. Коробки передач на Case 110 не было. Весь диапазон скоростей регулировался изменением подачи пара и реверсом двигателя. Включение и отключение трансмиссии осуществлялось муфтой главной передачи. Трактор имел массивные ведущие колеса диаметром более 2 метров с шириной обода 91 см. Для лучшего сцепления с грунтом они оснащались стальными шипами. Передние управляемые колеса имели диаметр 135 см и ширину 36 см. Расстояние между осями составляло 3,7 метра. Основным топливом для трактора был каменный уголь, но также машина могла работать на дровах, соломе, кукурузных початках и других горючих материалах. Угольный бункер вмещал почти 900 кг топлива. Этого объема хватало на полный рабочий день. При работе на дровах расход составлял примерно 4 кубометра в день.
Суточный расход воды был около 4-5 тонн. Кейс 110 имел революционную для своего времени систему рулевого управления. Обычно на паровых машинах рулевое управление было устроено так. Рулевое колесо через червячную передачу было связано со специальным барабаном, на который была намотана цепь. Эта цепь своими свободными концами была связана с передней поворотной осью. При вращении барабана цепь выбиралась с одной стороны и отпускалась с другой. В результате ось поворачивалась в нужную сторону. Однако компания Case разработала уникальную систему под названием Friction-Based Power Steering, что буквально можно перевести как фрикционный усилитель рулевого управления. В этой системе вал, вращавший через червячную передачу барабан, приводился в действие от главного вала двигателя. На этом валу была установлена фрикционная муфта. По бокам от нее находились две шестерни, связанные с шестерней червячного вала. Муфта вращалась вместе с валом двигателя и могла перемещаться по главному валу влево или вправо, в зависимости от положения рулевого рычага. Когда муфта прижималась к одной из шестерен, червячный вал начинал вращаться в соответствующую сторону. В результате поворачивался и барабан, а вместе с ним через цепи и передняя ось. 19-тонный трактор управлялся одной рукой. Кейс 110 был универсальной силовой установкой и применялся как на полевых, так и на стационарных работах. В зависимости от типа почвы он мог тянуть плуг с шириной захвата от 4 до 7 метров, обрабатывая за день до 25 гектар земли. В 1912 году стоимость Кейс составляла $3055. Для сравнения, средняя ферма в штате Айова стоила около $10 тысяч. Покупка такого трактора была доступна только крупным хозяйствам или кооперативам. При правильном использовании экономическая эффективность Кейс 110 была достаточно высокой. Трактор мог заменить на полевых работах до 50 лошадей и обеспечить работу молотилки, способной заменить труд 20 человек. При полной загрузке трактор окупался за 2-3 сезона. Машины Кейс поставлялись в первую очередь в штаты Среднего Запада и Великие равнины – Айова, Миннесота, Канзас и другие. Немалое количество машин было экспортировано в Канаду, преимущественно в провинции Альберта, Манитоба и Саскачеван. Производство Кейс 110 продолжалось с 1910 по 1915 год. В это время велись работы по улучшению конструкции трактора. Дорабатывались системы котла, топки и рулевого управления. Устанавливались дополнительные баки для воды и более широкие колеса, усиливалась трансмиссия. Однако из-за развития двигателей внутреннего сгорания спрос на паровые машины постепенно снижался. При этом сама компания также занималась разработкой тракторов с керосиновыми двигателями. В 1912 году был выпущен керосиновый Кейс 3060. Одновременно с ним вышел Кейс 2040, о котором на моем канале уже есть видео. В 1913 году был разработан Кейс 1225, который также имел двигатель внутреннего сгорания, а к началу 1915 был налажен выпуск Кейс 1020. Единственной паровой машиной, задержавшейся на конвейере после 1915 был Кейс 65, но об этой машине в следующий раз. На этом на сегодня все. Спасибо, что посмотрели. Всем счастья, радости, любви. Пока.